Всем привет! Так, я сегодня тут похожу в этом самом. Так что оно как-то... Надеюсь, меня нормально тут видно, слышно. Я сегодня в районе Колихиалы в городе Буэнос-Айрес. И приехал по делам, то есть как по делам. Ну, Ник там что-то стукнулся, палец никак не проходит, пошел к травматологу. Я его подвез, тут у нас есть гвардия, типа это скорая помощь. Вот, пускай сфотографирует, нет ли там какой-то трещинки или еще что-нибудь. А я думаю, похожу здесь, вам что-нибудь поснимаю, поболтаю. Аргентину немножко покажу, расскажу. Так что оно меня тут как-то совсем на меня наводит и не хочет правильно держать. Вот. Это я со стабилизатором. Как раз думаю, побалую вас солнышком. Смотрите, у нас уже весна скоро. Вот. Прикол в чем? Прикол в том, что только что посмотрел, у меня там на группу одну подписан, которая, ну, типа наши в Аргентине, что-то такого стиля, в Фейсбуке, и прочитал, у них там ссылку давали вчера на одно видео, где один сильно расхваливал Аргентину, ну и они там типа как бы свое мнение выражают. Но я ж только что посидел, думаю, посмотрю, что человек говорит. Он так расхваливает Аргентину, прямо прикольно, аж самому понравилось. То есть насколько я уже там тренжу, расхваливая Аргентину, ну тут даже меня переплюнули. Как у нас тут все народно, как у нас все тут крутенько. Так что не один я такой трендила, оказывается. Вот. Прямо народ любит правительство, прямо правительство любит народ, все в засос друг друга целуют от счастья. Так что он прямо так, что-то у меня тут с этим моим, как бы, вот так, наверное, нажать надо, а то он что-то куда-то поворачивает, он никуда не поворачивает. Это, кстати, смотрите, это, кстати, этот самый, вот ремонтирует санаторио, то есть санаторио, в котором есть и гвардия, ну, медицинский центр. Тут и лежат, и операции делают, все такое. Сейчас ремонтом занимается, видите. Но это частный санаторий, то есть по медицинской страховке не есть, что тут как бы все так прямо ремонтируется. А бесплатные они задрыпанные, мы даже все время думаем, что тут краска, что ничего не стоит, чтобы взять ее покрасить, там как-нибудь, хотя бы стены. Вот. Медицина бесплатная существует, но, честно говоря, не так уж прямо радужно, как все там рассказывают. То есть она есть, и доктора хорошие, но вот, чтобы сделали какие-то, покрасили там что-нибудь еще, то это, конечно, там отсутствует, скажем честно. Скорее на выборы деньги заберут, чем на покраску какого-то госпиталя в середине или туалет в нем там сделать или что. Так что спасает только то, что там, конечно, врачи хорошие, это правда. А вот обслуживание именно госпиталя как здания, как вот электрика какого-то там прислать, еще чего-то на уровне ого-го, еще первобытном, скажем честно. Какой-нибудь агрегат может не работать, потому что уже месяц или два не приходит электрик, чтобы в нем какие-то проводки сгорели там и поменять их, а врачи же не будут сами эти проводки менять, и такие часто бывают случаи. Так что не все так прямо. Про то, как тут народ в засос целует свое правительство. Вот сейчас опрос прошел. Знаете, вот часто раззванивают, там то все, какие-то конторы делают опросы. И был такой опрос, что типа, если бы выборы состоялись сегодня, президентские имеется в виду выборы, да, вы бы проголосовали за кого-нибудь из кандидатов правящей партии или из оппозиционеров. То есть не ставили конкретные имена там за кого, а просто вот типа правящая партия как. В общем, там разные, кто там сколько чего ответил, 5-10, но факт не в том. Факт, что основной результат заключался в том, что 75% не хочет видеть больше в президентах кого-нибудь из кандидатов нынешней правящей партии. Так что это я вам насчет того, как прямо правящая партия там за народ и как народ ее в зубы целует. 25% за, 75% против. Вот вам и все, так сказать, эти. Потому сейчас и начинают как бы плюшки эти раскидывать. Уже прошли парламентские выборы предварительные, там они сильно продули. Теперь будут окончательные скоро, через месяц.
Соответственно, там надо хотя бы не продуть в окончательных. И что получается? Сейчас начинает везде какие-то подачки давать, какие-то эти самые. Наш президент ничего более интересного не придумал, как начал фотографии расставлять и приглашать к себе в резиденцию какого-то там молодого певца, там что-то с Венесуэлы, который популярный, который там весь в наколках, в том, всем. Ну, в общем, знаете, это молодежь завлечь. Вот если он там какой-то популярный рэпер, надо с этим рэпером там почмокаться туда-сюда, чтобы он как бы это самое, дать понять, как у нас все крутенько, какие мы за молодежь, какие у нас тут эти самые все делишки в плане того, что ну, мы как бы с народом. Потом сейчас начали во многих местах раздаривать всякие штучки наподобие этого самого, там какие-нибудь газовые плиты там раздают в поселках, это все для того, чтобы потом за них голосовали. Какие-то другие примочки. Сегодня начали рассказывать, что они хотят проект сделать того, что все, кто получает пособие, просто так им вот раздают пособие, чтобы они на митинги ходили. Теперь этих считать их работниками. То есть, чтобы потом можно было сказать, вот знаете, ну, к примеру, сейчас есть, ну, не знаю сколько, ну, к примеру, я говорю, что там есть 1 миллион, кто получает пособие. Ну, конечно, их не миллион, их там, наверное, 20 миллионов. Ну, а теперь их можно назвать, типа, работниками. То есть, что это пособие будет считаться как часть зарплаты. Или вообще зарплатой. Только, конечно, никто, если это считается у нормального человека зарплатой, то с нее надо еще налог платить. А тут, конечно, как ты же налог с пособия возьмешь. То есть это как бы такая зарплата, но не зарплата, но будет считаться зарплатой. А если будет считаться зарплатой, что получается? Что это как бы, ну, они уже работники, они уже трабахадоры. И это можно потом сказать через 2 недели, если это примут, что они типа вырастили столько-то рабочих мест. То есть никто ничего не это самое, просто если переименовать по-другому, получится, что ты вырастил кучу рабочих мест. Это же прикольно. Как вам такая идейка нравится? То есть, как ни назови, а результат-то один. Там прозвучало в этом видео еще такой факт, что типа чуть ли не народ на карантин сам захотел сесть. И в Аргентине такой крутой был карантин не потому, что правительство плохое, а потому что народ просто сам захотел сесть на карантин. Ну, конечно, и захотел 50% обнищать. 50% всех, как говорят, маленьких этих самых обнищало в Кедрене и Фении, маленьких магазинчиков, фирмочек и все остальное, фабрик позакрывалось и обнищало. Это просто сами по себе. Такие у нас красивые правители, что народ нечего было делать, взял, да и сел себе на карантин. Вот. То есть, ребята, конечно, можно и хвалить, есть тут много чего хорошего, особенно больше всего мне нравится погода, смотрите, какая погода наступает. Это вообще прелесть, сама природа Аргентины это прелесть. То, что здесь нет никакого национализма, это круто. То, что есть хоть какие-то задрыпанные, как я сказал, но все-таки бесплатные госпиталя есть, и там работают хорошие врачи, это тоже правда. Вот. То, что, конечно, налоги здесь дикие, это тоже правда. Ну, то есть, конечно, так уж прямо все расхваливать, конечно, нельзя. Ничего тут сверхъестественного нет, кроме того, что я показываю. Так что тут еще миллион раз надо подумать, прежде чем собираться ехать в Аргентину жить. Потому что никаких, как многие тут рассказывают, нет, тут такая свобода экономическая, приедешь, типа, что не открою, все пойдет. Да, попробуй. Открой, пускай пойдет сначала, а потом будешь рассказывать. Так что не открой, может пойти, а может и ни хрена не пойти. Кто-то, конечно, открывает какую-то мелочь, спору нет. Кто-то открывает швейную мастерскую, шьет одежду. Кто-то открывает овощной магазинчик, кто-то мебельную фабричку небольшую. То есть такая, знаете, как говорят, частное предпринимательство. Да, частное предпринимательство существует, нормально, идет. Но еще не забывайте о том, что многие из тех, кто занимается частным предпринимательством, молчат о том, что они
не всегда платят все налоги, которые положено. Потому что если тут начинать платить все налоги прямо так, до копеечно, то нифига тебе особо не останется, ребятки. Так что то, что здесь и скрывается от налогов, да, половина скрывается. Возьмем даже правящую элиту, и в некоторых правящих семьях ихние детки еще до сих пор должны, как говорят, много-много миллионов в казну, которых они не заплатили. А это у нас правящая все-таки вещь. Смотрите, как вам нравится такая. Так что это, конечно, не то, чтобы сидеть и рассказывать вам. Не то, что прямо надо там сидеть и рассказывать про политику. Я вообще хотел уже как бы немножко избавляться от всякой политики на канале, потому что это всегда меняется, во-первых, а во-вторых, это как религия, знаете, нельзя прославлять одного башка, потому что всегда найдутся те, кто верит другому башку. И так оно и в политике. Одни за одну партию, другие за другую партию. Вот. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, но факт в том, что просто я перевозбудила вот это вот сказки про то, как тут все-таки все крутенько, да не могушки. Как тут прямо такая страна для развития всего. Да, это страна для развития всего. Вот, посмотрите. Все есть. То есть учиться ты сможешь, конечно, спору нет. Никто тебя не будет тут по национальному признаку дрынкать. Конечно, и преступность уже, скажем так, уходит потихонечку, смотря в каких районах. То есть вот если вы будете ходить в Капитале, вот я хожу в Капитале, вот я вот сейчас ношу спокойно на стабилизаторе камеру, и видите, народ на меня не кидается и не убивает. То есть многие вот эти рассказывают, что чуть ли с фотоаппаратом нельзя пройтись. И говорю, все слышат, что я говорю там на иностранном для них языке, и никто от этого дико не шарахается и на тебя не кидается. Вот. Так что такой, как все там рассказывают, многие раньше рассказывали, там, что все, там дико в Буэнос-Айресе нельзя не пройти, не проехать, ничего, чтобы тебя там что-то не украли, не оббили, не стащили, это брехня. Вон пошла девушка, видите, и что-то там то ли снимает, то ли чатует по телефону в открытую, никто тут такого нету. Ну и сказать, что тут прямо надо разъявить рот и бегать, и никогда в тебя ничего, смотря где ты будешь ходить. Есть районы, где лучше, конечно, и вообще не лазить. А есть где и спокойненько можно. Так, рассмотрим мотоциклы. Как у нас тут сегодня? Какая у нас мотоциклетная база? Нормальная мотоциклетная база. Наверное, врачи поприезжали на работу, поставили. Смотрите, больше всего, что так оно и есть. Потому что что-то их очень много вокруг этого санатория. А это все-таки менее затратный вид транспорта, и везде поставить можно, не надо, как я, искать 100 раз, где можно остановиться. На тротуаре покидали и все. Вот. Так, чувак бросил. Я думал, что он бросил машину, не закрыл окошко, он просто там сидит и им проветривается. А у нас все цветет, все, весна немножко радует, все-таки, я думаю, видите, самолеты вон летают. Кто хочет в Аргентину, уже с 1 ноября будет открыто. Единственное, что я вождь предупреждал и раньше, в плане того, что надо, чтобы было 2 вакцины сделанных. Вот. Годится спутник, как вакцина для въезда в Аргентину, потому что нас самим тут как бы сначала пытались прививать, и байки эти про спутник пели, что это чуть ли не самая крутая и самая такая вакцина. Но ее потом не стало. То есть, я уже про это рассказывал много раз. И допрививалась вся Аргентина, и сейчас допрививается уже как бы всем, что есть, кроме спутника, потому что спутника нет. Все эти байки там про фабрики в Аргентине, спутника, про поставки в Аргентину, про контракты, все это накрылось медным тазом, тихонечко забылось. И сейчас про это уже больше никто не разговаривает. Сейчас разговаривают совсем про другие вакцины. Сейчас в Буэнос-Айресе начали уже запись, по записи, потому что не все просто толпой пришел, когда захотел. У нас же вакцины не выпускаются, у нас их мало. Где чего найдут, то и найдут. Но уже в Буэнос-Айресе как бы 50% народа привитых. Потому, конечно, послабления уже пошли практически во всем.
и начали запись, по-моему, ну, в общем, там детей вот этих, которые что-то с 7 до 13 лет, вот такое, то есть кто хочет уже. И нет, ну не кто хочет, а уже тех, сначала тех, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, то все, которым нужно, скажем, то тех уже тоже уже начали прививать. Остальных уже вроде бы как основную массу привили. Вот. Заболеваний сейчас регистрируют гораздо меньше, практически правительство объявило о том, что ну, как бы практически все ограничения снимаются. То есть Буэнос-Айрес, если вы заметите, еще ходит в масках. Вон, видите, и женщина, и мальчик идет на костылях в маске, и он там на велосипеде поехал. И вот я снял, чтобы можно было поговорить. Ну и, конечно, никто тебя не шугает за то, если ты будешь на свежем воздухе идти без маски, потому что, тем более, правительство всей Аргентины объявило, что уже не обязательно ношение маски на свежем воздухе. Но в городе Буэнос-Айрес не сильно верят всея Аргентина, а верят больше своему городскому правительству. Наше городское правительство сказало, что не так много осталось для того, чтобы они тоже объявили, что в Буэнос-Айресе не обязательно носить, но они хотят добиться, объявить это тогда, когда Буэнос-Айрес будет хотя бы на 70% привит весь. Сейчас 50 уже привито, а 70 еще нет, так что пока что надо еще немного подождать. И то, как они это объяснили, потому что, говорит, когда мы объявим, что уже, ну, как бы в Буэнос-Айресе можно тоже ходить непривитым, то многие, ну, не, фу, ты, я глупость сказал, что в Буэнос-Айресе уже не обязательное ношение на свежем воздухе масок, то многие не будут уже, ну, как бы, будут нарушать то, что и заходить в магазин без маски или что-нибудь такое. Так что, говорит, прежде чем это все случится, пускай хотя бы 70% привьем. Они сказали, что, грубо выражаясь, это, наверное, произойдет где-то, если будут вакцины поставляться так, как поставляются, то это произойдет где-то приблизительно дней за 10. То есть по таким расчетам, как бы, что дней через 10 будет уже привито 70% населения Буэнос-Айреса. Хотя, видите, едут на велосипеде молодежь, без масок, и, конечно, никто из полицейских и не остановит, и замечаний делать не будет, и, в общем, знаете, как говорят, тихо попустительство такое, вот там девочки тоже уже едут без масок, я вот тоже уже, ну как, заходишь в магазин, да, а, конечно, если просто по улице идешь, стараешься, никто уже нет такой привычки, как раньше, там целовались все аргентинцы при встрече, чмоки-чмоки, вот эти вот, такого, конечно, уже нету. Отвыкли. Ну, может, потом когда-нибудь снова вернется. Все-таки это такое национальное чмоки-чмоки при встрече любого друг с другом. Но в то же время потихонечку уже как бы народ пытается избавляться. Ну, плюс весна, плюс уже открытые окна, балконы, более проветриваемые. Тем более там уже заражений не так много. Я точно не скажу сколько, но где-то, наверное, выявляется где-то по 1500, скажем так, заражений. Может, это и не официально, ну, как бы это что-то привирает, а может, не всех тестируют, но где-то приблизительно так сейчас ходит, что где-то 1500 в день. То есть по сравнению с тем, как я смотрю, там в России объявляют по 27 тысяч, то у нас, конечно, в разы меньше. И, конечно, удивляет то, что в России все-таки вся вакцина выпускается, и весь мир они пытались там провакцинировать, а у себя вот такая заболеваемость одуренная. Вот. Так что скоро у нас все будет. Вон, видите, женщина вышла, и она не снимает маску на улицу. Хотя даже президент сказал, что, ну, не президент, а это наш министр здравоохранения, всея Аргентины сказала, что можно уже не обязательно ходить на свежем воздухе. Но я же говорю, наши не очень верят, так сказать, всем крутым рассказам правительства всея Аргентины по одной простой причине, что все прекрасно понимают, что им сейчас надо говорить, что только хочет, то могут и говорить. Факт не в том. Факт в том, что выборы одни продули месяц назад, а окончательные выборы на эту тему будут через месяц, придут. И, соответственно, до них надо как бы изменить мнение избирателей. Вот. А для того, чтобы изменить, надо раскидывать плюшки, надо снимать ограничения, надо рассказывать про светлое будущее.
куда мы пойдем, про открытые места для работы. Вот, хотя, честно говоря, никаких открытых мест, то есть новых мест для работы, которые переименуют, тех, которые получают пособие, переименуют работников и скажут, вот видите, сколько у нас работников новых появилось. А это те же самые, у которых ни черта не было, так ни черта и не будет, только будут переименованные. Но для телека, для выступлений с балкона это будет звучать круто и все в таком духе. Так что, конечно, если вас что-то на эту тему интересует, пишите, я буду вам отвечать на эту тему. Ну, как тут настроение политическое там и санитарное, что ли. Но, в принципе, меня сейчас больше интересуют уже простые ролики о нашей жизни здесь, то есть такой обыденной жизни, не политической верхушки там и все такое обычной. Какой-то уже меня больше интересует, когда уже поехать за город, когда поехать на море, ждем потепления, ждем. Так, вон балкончики, видите, как с флажками. И не так прямо радужно, как там видео рассказывают некоторые. То есть, конечно, мы все надеемся, что что-то здесь поменяется, но эта правящая партия пришла и правит уже 19 лет в Аргентине при власти. И на данный момент, с тех пор, как они пришли, у нас доллар был, знаете, какой курс доллара был, когда эта правящая партия пришла к власти? Был 1 к 1. То есть 1 песо равнялся 1 доллару. Знаете, сколько сейчас курс доллара? У нас сейчас он где-то 180. То есть 180 песо равняется 1 доллару. И предлагают напечатать теперь уже бумажки новые, потому что уже, наверное, краски не хватает печатать много бумажек, чтобы были уже по 5, по 10 и по 20 тысяч бумажки песо. 20 тысяч раньше это состояние. Я вам сейчас расскажу. Вот, к примеру, если взять 15 лет назад, ты бы начал откладывать в песах, допустим, ну не знаю, 43 тысячи, да, 43 тысячи песо у тебя было 15 лет назад, ты купил бы новую машину. Прикольно, да? То есть новый автомобиль ты купил бы. И вот теперь прикинь, ты 15 лет назад начал экономить и откладывать себе на машину в песах денежки, да? Вот. То, к примеру, за 15 лет ты бы откладывал вот эти 43 тысячи песо. На сегодняшний момент ты купил бы 2 пары кроссовок. Вот к чему я веду. К тому, что экономить в песах и откладывать, и ждать счастливого будущего, что ты наэкономишь с этим вот правительством, это вот так, типа. То, что ты мог бы купить. Будешь 15 лет откладывать, но откладываешь вот эти дела в песах. И получится, что купишь в конечном итоге, знаешь что? 2 пары кроссовок. Вот. Так что не надо так сильно уж переть про народность нашего правительства и про то, как его любит засос прямо народ. Ни хрена никто тут никого засос не любит. Правительство как правительство. Где может тырит, где может не тырит, где совсем уже прижимает, начинает плюшки раскидывать. Но это перед выборами. После выборов кто бы не выиграл. Если выиграют они, плюшки закончатся. И начнутся снова инфляция, подорожание и все как положено. Потому что денег в стране нет. Если выиграют не они, начнется то же самое. И будут обвинять, что ну вот видите, выиграл же не мы, вот типа они теперь виноваты, вот оппозиция виновата. Так что вот. Все это обычные байки. Конечно, живут, конечно, это, но видите, народ теперь не стоит. Раньше, когда я сюда приехал, здесь на каждом вот идешь, и кто-нибудь что-нибудь обязательно жует. Вот как бы так прямо вот оно бросалось в глаза. Идет там какой-нибудь хот-дог, кто-то жует какую-то там сэндвич запивает там, или идет с кока-колы, или жрет шоколадку, или еще что-нибудь, но в каждый кто-то жевал. То есть вот эти киоски развивались, потому что там были постоянно какие-то копеечные товары, и народ эти копейки не берег. То есть эти копейки тратились постоянно
народ что-то за эти копейки покупал, жевал, таскал. То есть вот как бы хоть какое-то движение было. Сейчас, да вы не встретите, блин, по Буэнос-Айресу того, кто идет жует. Или если встретите, так редко какие-то, ну не знаю, дети вышли на переменку, вот и жуют. Вот и все. Больше никого уже не тратятся просто так. Уже не тратятся ни на сигареты особо. Кстати, курящего, я рассказывал, да, у нас очень мало стало курящих. Вот я как раз увидел курящего на той стороне. И даже аж прямо в глаза он мне кинулся, что человек идет с сигаретой. Вот это тоже раньше все смолили, все. А теперь как бы таких прямо курящих уже редко и встретишь. Ладненько, я с вами поболтал. Пишите письма. Будем дальше снимать все. Надеюсь, качество и звук будет хороший. Я постарался. Так что пока.